Всем привет, друзья, подписчики, а также гости канала, с вами Радиус. Долго я отсутствовал на канале, и вот я вернулся. Продолжаем строить лабораторный блок питания из тороидального трансформатора, который я наматывал в прошлом видео. Кто видео не видел, обязательно посмотрите. Всем приятного просмотра, поехали! Итак, дорогие друзья, приобрел на барахолке вот такой корпус для лабораторного блока питания. Корпус от какой-то промышленной аппаратуры. Довольно качественный, прочный и из толстого металла. По габаритам немного великоват, ну ничего. В нем можно сделать, я думаю, еще один проект. Уже есть для этого места идеи, спойлерить не буду, а кто догадался, пишите в комментарии. Будет интересно, какие у людей есть фантазии на этот счет. Был корпус в таком состоянии, немного ржавый, но все было очищено и окрашено. Заднюю и переднюю панель, а также верхнюю крышку этого аппарата сделаю из алюминиевого композита. Этот материал применяется для создания вывесок, мебели и для облицовки фасадов зданий. Этот трехслойный материал состоит из алюминиевых пластин, а в центре полимер. Одна из сторон этого материала лицевая, она окрашена и покрыта пленкой. А задняя покрыта грунтом. Толщина этого материала 4 мм. Идеально подходит для радиолюбительского творчества. Вот таким образом получается добротный корпус для лабораторного блока питания. Итак, начну строить блок питания с расположения крупных элементов. На ней располагается вентилятор для вытяжки горячего воздуха. В этой части будет располагаться диодный мост на радиаторе с вентилятором от процессора персонального компьютера. При большой нагрузке диодный мост выделяет очень много тепла, поэтому одного радиатора без вентилятора не хватает. Также здесь будет располагаться гнездо с предохранителем для входа сети 220 вольт. И в правом верхнем углу занял свое место электролитический конденсатор на 22 тысячи микрофарад 50 вольт, закрепленный на пластиковой клипсе для сантеха, ну как же без него. Под эти элементы уже размечены точки для отверстий. Берем керн и поехали. Вооружаемся шуруповертом. Итак, задняя панель почти готова. Сделаны все отверстия.
Ну и устанавливаем все компоненты на заднюю стенку. Итак, на задней панели установлен кулер, диодный мост с радиатором и с кулером, электролитический конденсатор и разъем сетевого питания. Теперь расскажу немного о схеме блока питания. Прогулялся по просторам интернета, много всяких схем и остановился на одной схеме. Не знаю, как она себя покажет, но все нужно тестировать и пробовать. А там уже будем делать какие-то выводы. Вот такая схемка. В двух словах расскажу, как она будет работать в моем понимании. Это регулируемый источник питания от 2,5 до 28 вольт с нагрузкой по току до 15 ампер. Также есть регулировка тока. Для регулировки напряжения используется управляемый стабилитрон TL431. При вращении ручки R2 задается выходное напряжение стабилитрона. Со стабилитрона TL431 напряжение поступает на базу транзистора тип 41C. Этот транзистор выполняет роль ключа и управляет мощным биполярным транзистором тип 35C. С эмиттера этого транзистора напряжение поступает на плюсовую клемму блока питания. Также в этой схеме есть функция ограничения выходного тока. За эту функцию отвечает мощный полевой транзистор RFP250 или 260. Это работает следующим образом. С диодного моста напряжение поступает на 12-вольтовый стабилизатор L7812. Напряжение снижается до 12 вольт, но это приемлемое напряжение для затвора этого транзистора. Далее ток поступает на делитель напряжения, собранный на переменном резисторе R3 и постоянном R4. С движка переменного резистора R3 ток проходит через токоограничительный резистор R5, открывая затвор полевого транзистора. Транзистор проводит через себя определенное количество тока в зависимости от положения движка переменного резистора R3. Таким образом и работает регулировка тока. Основная часть схемы будет располагаться на таком мощном радиаторе. Его размеры и вес довольно внушительные. Не хватает микрометров, около 17 сантиметров. Думаю, этот радиатор справится со своей задачей, но если его будет недостаточно, на помощь придет вентилятор. Отполирую поверхность радиатора, где будут установлены транзисторы для лучшего теплообмена. Согласно схеме, вот такие транзисторы я приобрел.
Заказывал в Китае на AliExpress. Не знаю, какие они будут по качеству и будут ли соответствовать параметрам, но будем посмотреть. Вот таким образом будут расположены транзисторы, также стабилизатор на этом радиаторе. Предварительно расставил элементы для более удобного монтажа в процессе сборки. Транзисторы на радиатор буду устанавливать на теплопроводную прокладку. Обязательно для лучшей теплопередачи все мажем пастой. А 12-вольтовый стабилизатор в прокладку я использовать не буду. Теперь прозвоню замыкание на корпус. И стабилизатор звонится. Средняя ножка, она идет на массу. Прозванивается, потому что нет прокладки. Ну это так и надо. Чтобы ничего не перепутать, подпишу выводы транзисторов. Установлю в корпус силовой тороидальный трансформатор. Наматывал его в прошлом видео. Кто не видел, обязательно посмотрите. Сделал для него такую подкладку из текстолита. Просверлил отверстие, чтобы он немножко охлаждался изнутри. Верхняя часть трансформатора будет прижиматься вот таким креплением, тоже сделано из текстолита. Ну и теперь спаяем, все как на схеме.
Как бы внимательно я не смотрел, но все-таки допустил ошибку. Провод, идущий к регулятору напряжения, припаял не туда, куда нужно. Сейчас все исправим. Хорошо, что вовремя нашел и исправил эту ошибку. Так-то лучше. Теперь к этим выводам припаяю переменные резисторы. Резисторы будут многооборотные. Итак, пришло время все собрать. Временно для испытаний припаял вилку на 220 вольт, чтобы запустить силовой трансформатор. Запустил я это чудо, немного покрутил потенциометры, и они вышли из строя. О, качество, хлам 100%. Поставил простые однооборотные потенциометры, и все работает без проблем. Не советую покупать этот хлам, потому что они одноразовые. Запускаем блок питания. Потенциометр выкручен в крайнее положение. Это начальное напряжение 2,4 вольта. И вращаем. Вот такой предел напряжений от 2,5 вольт
до 31 вольта. Нужно будет еще поставить один потенциометр для точной настройки. От 2,5 до 12 вольт настройка идет плавненько, а с 12 уже грубовато. Подключил на выход блока питания лампочку, не сильно мощную, 12-вольтовую, чтобы испытать ограничение потоку, как будет работать. Пока серьезную нагрузку на блок питания не цепляю, так как нужно добавить охлаждение, запустить кулеры. Вот пока я не рискую, постепенно буду добавлять. Теперь регулятор ограничения тока. Тоже довольно-таки острая настройка. Вроде как работает ограничитель. Итак, дорогие друзья, видео на этом заканчивается. Блок питания работает. Вроде бы все регулируется. В следующем видео будем его модернизировать. Добавлять платы охлаждения. Добавлять органы управления. И уже тестировать по полной. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Если видео понравилось, ставь лайк. Подписывайся на канал. Пиши комментарий. С удовольствием на них отвечу. Всех с наступающим Новым годом, творческих успехов, всех благ. Пока-пока.